Для меня экобаттл — это в первую очередь, ребята, обратите внимание на то, как мы живем. Это лучший общественный волонтерский проект. Вообще такое позитивное достаточно мероприятие, я его всегда любила. Лучшее мероприятие, которое я провел в своей жизни. Если честно, меня бесит экобаттл. По легенде, экобаттл появился после того, как мы побывали в волонтерском экологическом лагере на Байкале. Прибирали там береговую линию, очень много мусора, почти 30 километров. Каждый день ходили, чистили, вывозили, убирали. Приехали в Архангельск и поняли, что здесь немногим лучше. Вот. И как-то прониклись этой идеей и начали писать экобаттл. Экобаттл — это чемпионат по сбору вторсырья, в основном пластика и макулатуры. Соревнуются организации и люди. Мне понравилась идея, потому что на тот момент в Архангельске же было очень мало проектов, в которых был такой соревновательный элемент. Это было чем-то новым. В 2013 году, когда зарождался экобаттл, раздельного сбора в Архангельске не было. И нужно было как-то вообще придумать, как же людей привлечь к этой теме. Мы решили замотивировать их призами и подарками. На самом деле весь проект написала я. Вот, Тёма пришел, одобрил, сказал, что это будет называться экобаттл. У экобаттла мне всегда очень нравилось название. Я об этом всегда говорил Артему, что название очень классное. То есть название, слоган, цель в этом проекте было все предельно понятно. Вообще, я помню, что было очень много таких скептических отзывов о том, что это слишком большой и серьезный проект, какие-то что будут трудности с организацией машин, с логистикой. Но я не знаю, может, мы сами просто не понимали масштаб всей идеи, поэтому просто взяли и сделали. Мы были не очень подкованы в экологической тематике, нам нужна была помощь, поэтому мы обратились к общественной экологической организации «Этос». Они преобразили не только чемпионат, но и, получив опыт в раздельном сборе, они преобразили и весь город. Благодаря проекту экобаттл я четко понял, что раздельный сбор в городе возможен. Потому что мы понимали, что вот есть машины, которые могут вывозить только вторсырье, мы понимали, что есть комбинат, который готов это сортировать по фракциям, прессовать и отправлять на переработку. Мы видели, что есть люди, которые готовы участвовать в этом проекте. В ноябре 2014 года мы совместно с Архангельским мусороперерабатывающим комбинатом запустили проект по раздельному сбору, который заключался в том, что по городу изначально в 3 местах были установлены контейнеры желтые и синие. И когда я узнала о том, что эти контейнеры появились, я была очень рада. Но мне приходилось возить свое вторсырье на автобусе, потому что сдать макулатуру всегда было моей мечтой. Я... Такая мечта! Реально, это правда же! Можно сказать, что благодаря экобаттлу я оказалась в организации «Этос». И это стало началом всех проблем в моей жизни. Действительно очень сложно организовывать, потому что все, кто им занимался как главный координатор, он всегда становился седым после этого чемпионата. Я была весь апрель напряжена по максимуму и готовилась, что волонтер может заболеть, и тебе придется ехать в Маймаксу и там 2 часа сидеть и параллельно координировать машину, которая забирает вторсырье и так далее. Люди всегда требуют от тебя, чтобы это работало как часы. Как будто это какой-то проект, который имеет финансирование стабильное, где люди, все, кто приходит, это как будто для них работа. Для меня самый тяжелый чемпионат это был 2017 год. Поскольку мы готовились к нему, и у нас начались сложности, на нас начали оказывать давление, нас выселили из офиса. И нам пришлось всю организационную работу проводить из дома. И мы хорошо в это время мы с коллегой жили друг напротив друга в соседних домах. Вот, и мы постоянно бегали в гости друг к другу, чтобы вот, какую-то координацию производить. Плюс он был в первый раз в области, вот очень сложно было понять, с какой стороны подойти. Вроде бы люди на местах есть, но надо понимать, как это вывозить, кто готов, логистика и так далее. Самое важное в подготовке экобаттла – это хорошо проинструктировать волонтеров, потому что они будут рассказывать людям о важности раздельного сбора, они будут убеждать людей, что все собранное не поедет на свалку, а будет переработано.
мне кажется, очень показательным, потому что люди хотели быть волонтерами в этом проекте. Они хотели быть волонтерами чемпионата по сбору вторсырья Экобаттл. У некоторых ребят между друг другом были споры, там, это мой пункт, не записывайся туда, там, или я хочу с этим, а с этим не хочу и так далее. Экобаттл — это очень хороший проект, пригожий. Его все время включали в отчеты наши чиновники, хотя никак там не участвовали. Но он им нравился. Нравился он и нам. И что самое удивительное, он действительно принес изменения в наш город. Раздельный сбор, то, что власти стали осознавать эту важность, люди участвовать как волонтеры, как те, кто как участники, СМИ, что про это стали писать. В целом это глобально поменяло, на мой взгляд, Архангельск вот именно в контексте проблемы коммунальных отходов. Один из архангельских блогеров написал, что у себя в блоге, что это самое лучшее мероприятие весны, и вот оно всегда для меня было самым лучшим мероприятием. В принципе, наверное, организация это движение 42, но время меняется и появляется много контейнеров. Формат уже немножко устарел. Раздельный сбор – это все-таки не решение проблемы образования отходов. Нужно продвигать концепцию ноль отходов, продвигать снижение потребления. Целью это вот именно люди, которые пришли в пункт, СМИ, которые про это написали, и люди, которые это прочитали и увидели, и поняли, что это важно и нужно. На мой взгляд, вот такие проекты общественные, они должны существовать только тогда и существуют, и когда люди понимают их значимость и ценность, для чего это все есть. Но главное, что с помощью таких мероприятий, маленькими шажками мы двигаемся вперед всего общества.